Хронология российских войн. 1904 год. Русско-японская война. Да мы этих узкоглазых узлом завяжем, все их ржавые железяки перетопим, в Токио войдем через месяц. Итоги. Со стороны Российской империи 86 тысяч погибших, потоплено 2 флота, утерян порт Артур и половина Сахалина. 1914. Первая мировая война. Да мы сейчас этих австрияков и германцев на штыки насадим. Через неделю будем в Вене, через 2 в Берлине. Итог. 1 700 000 убитых и умерших от ран, 5 миллионов раненых, 2 миллиона пленных, поражение, потеря Польши, развал империи, расстрел царя. 1920 год. Советско-польская война. Да мы этих панов в бараний рог напоим висле красных коней. Даешь Варшаву, даешь Берлин, они у нас сейчас попляшут. Через труп Белой Польши лежит путь к мировому пожару. В ходе Варшавского сражения погибли 25 тысяч красноармейцев, 60 тысяч попали в польский плен, 45 тысяч были интернированы. Несколько тысяч человек пропали без вести. Фронт потерял также большое количество артиллерии и техники. Польские потери в 3 раза меньше. После битвы маршал Ворошилов сказал: «Мы ждали от польских рабочих и крестьян восстаний и революций, а получили шовинизм и ненависть к русским». 1939 год. Война с Финляндией. Да мы сейчас этих чухонцев в блин раскатаем, через неделю в Хельсинки будем, так встречай нас, Суоми, красавица. У агрессора 2500 самолетов против 270 у финнов, 2300 танков против 26 танков, 500 000 солдат против 250 тысяч. Результат – 184 тысяч убитых, умерших от ран и замерзших, в 7 раз больше, чем у противника. Потеряно в 10 раз больше самолетов и 650 танков. 1941. Нападение Германии на СССР. Да мы через неделю будем в Берлине, малой кровью на чужой территории. Итог. 27 миллионов погибших. Полстраны в руинах. 1979. Вход в Афганистан. Да куда этим обрекам против нас? У нас танки, самолеты, вертолеты, ночное видение, силища. Итог. 15 тысяч погибших, 1000 единиц сожженной бронетехники, более 300 вертолетов и 100 самолетов сбито. Потрачено 40 миллиардов долларов. Союз треснул от этой тяжести. 1994. Первая чеченская. Да мы одним полком возьмем Грозный за пару часов. Итог – 10 тысяч погибших, потеряно сотни единиц техники. По результатам Второй войны чеченцы также победили. Россия платит им дань. Вооруженные чечены гуляют по Москве и убивают безнаказанно. 2008 год. Российско-грузинская война. Грузинские фашисты, поддерживаемые Госдепом США, угнетают русских осетин. Соотношение сил 30:1. Героическая победа России над маленькой Грузией. 2014. Перед вторжением в Украину. Да мы дойдем до Киева и Львова, вся их армия хлам и ржавчина. Укропы прибегут сдаваться сами. По состоянию на начало сентября 1200-х и 300-х грузов вернулись в Россию. В числе погибших на Донбассе как кадровые военные, так и одураченные телевизионной пропагандой российские добровольцы. Позорные тайные похороны российских солдат, сотни пропавших без вести. Огромное количество закопанных в общих могилах вдоль дорог.
с номерками на табличках вместо имен и фамилий. Россия потерпела крах во внешней и внутренней политике. Санкции подорвали и без того неустойчивую экономику РФ. Нарастают массовые недовольства. Появилась реальная угроза развала страны. Дорогие друзья, мы вместе проделали большую работу. Бедность, хоть и медленно, но все-таки устойчиво растет. И в этой ситуации нам особенно важно обеспечить преемственность курса. Именно поэтому я принял решение вернуть времена унижения, зависимости и распада. Перекроить и заболтать планы развития России. Изменить курс, поддержанный нашим народом. Да, мы еще не добили его до конца, но все же нанесли ему сокрушительные удары, переломили ситуацию. Рассчитываю на вас и верю в вашу поддержку.